Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис Леонидович, ЕС готов обойтись без российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. Однако он считает допустимым использовать инфраструктуру Украины, пока это разрешено. Борис Леонидович, пожалуйста, поясните, о чем так витиевато хотел сказать еврокомиссар по энергетике? Ну, эта милая дама, будучи, по-моему, филологом по образованию, на посту еврокомиссара по энергетике смотрится хорошо. Тексты она произносит не на родном эстонском, а на английском. Может быть, конечно, с этим проблемы и связаны. Но давайте по порядку. Договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины подписан двумя хозяйствующими субъектами. «Газпромом» с российской стороны и оператором газотранспортной системы Украины, это название, с другой стороны, правда, договор подписывал физически не «Газпром», а его агент «Нефтегаз», так в договоре указано. Так что, если кто-то сомневается, да, «Нефтегаз», агент «Газпрома». Он действительно, этот договор заканчивается в 2024 году, то есть с 1 января следующего года он уже не действует. Можно ли при этом продолжать транзит? Да, можно. Начиная с того, что Украина подписала договор о Евроассоциации, а в третьем энергопакете, который является частью законодательства Евросоюза, предусмотрена так называемая аукционная система. Не подписывается никакой договор, но компания-владелец транзитного газопровода выставляет транзитные мощности на аукцион для всех желающих. Сроки могут быть разными, но это разовая сделка на сутки, на неделю, на месяц, и, по-моему, самый большой срок предусмотренный год календарный. Но это не договор. Это не договор, это объявленный аукцион. Все желающие воспользоваться транзитными возможностями, а их, конечно, в России очень много, приходят и предлагают. Это не договор, здесь все правила соблюдены, у всех все хорошо. Можно поступить и вот таким образом. Следующий вариант – это изменение пунктов передачи права собственности на российский газ. Если на день сегодняшний с европейскими компаниями «Газпром» подписывал договоры, конечная точка доставки Баумгартен, он же Central European Gas Hub на территории Австрии, то, меняя пункт сдачи на текущую границу России и Украины, можно аккуратно всю ответственность за осуществление транзита доверить самим европейским заказчикам. Есть еще и третий вариант, на самом деле. Ну, вот этот вариант с передачей на границы прав собственности только что отработала Венгрия, а следовательно и Словакия. Это вопрос по поставках нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Если на день сегодняшний транзит осуществляла Украина в пользу европейских поставщиков, то сейчас в пользу европейских заказчиков, то сейчас европейские заказчики, то есть венгерская компания МОЛ, нефть будет получать на границе Беларуси и Украины, в соответствии с тем, как лежит южная ветка магистрального нефтепровода «Дружба». То есть вот точно такой же вариант. Те, кому необходимо, а это прежде всего те страны, которые не имеют выхода к морю, которые последние 50 лет получали газ именно по украинской газотранспортной системе, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия. Вот у них основные проблемы могут возникнуть. Но есть и еще один вариант, о котором в последнее время стали мелькать слова, если их внимательно искать. Это переговоры об увеличении поставок азербайджанского газа через единую систему газоснабжения России, газотранспортную систему Украины в Европу. Совершенно замысловато выглядит. Тем не менее, поскольку Азербайджан никаким антироссийским санкциям не присоединялся, компания SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic, имеет полное право приобретать российский газ там, где ей вздумается, в том числе и на территории России.
После чего вообще все встает на свои места, российский газ вообще исчезает, поставляется исключительно азербайджанский газ. Спорить с этим невозможно. После акта купли-продажи все. Это собственность государственной компании Азербайджана, куда хочет, туда и поставляет. Может быть, ей даже удастся договориться и о использовании транзитных мощностей российской газотранспортной системы. Ну, если повезет. Газа в Азербайджане много, куда хочет, туда и поставляет. Сказать здесь уже ничего нельзя. И на самом деле вот здесь перспективы несколько больше, потому что в точно таком же режиме везде и всюду у нас азербайджанский газ, а у России его просто нет, весь кончился. Можно использовать и другие имеющиеся газотранспортные возможности. У нас очень часто любят повторять о том, что цела одна из ниток Северного потока-2, можно ее восстановить, можно ее сертифицировать и так далее. Но это процесс достаточно длительный, он и денег требует, и вряд ли «Газпром» за свой счет будет этим заниматься, не имея никаких гарантий на то, что в дальнейшем будет получена сертификация и прочее. У нас есть еще один газопровод, о котором почему-то редко вспоминают. Называется он «Ямал-Европа». Проходит он с нашего Ямала, что из названия следует, через территорию Белоруссии, но газотранспортная система Белоруссии тоже собственность «Газпрома», и дальше через территорию Польши уходит в Германию, где, собственно говоря, и обеспечивает конечных потребителей. Ягол называется продолжение газопровода Ямал-Европа на территории Германии. Вот он не работает по причине контрсанкций со стороны «Газпрома» в отношении компании-владельца этого магистрального газопровода на территории Польши, Европолгаз. Там и имущественные споры, и судебные споры, и какие угодно еще. Но так или иначе, с мая 2022 года поставки прекращены. А вот Азербайджану восстановить поставки по этому газопроводу никто не мешает. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. С учетом тех огромных объемов газа, которые у Азербайджана есть, отчего бы не поставлять его так, не подписав новый договор с Европолгаз, с немецкими потребителями и так далее. Почему мне кажется, что это более перспективно? Здесь не потребуется процедура сертификации. Газопровод сертифицирован достаточно давно. В эксплуатацию он введен в первом десятилетии этого века, так что здесь вообще все в полном порядке. Остается только, конечно, пожелать компании «Сокар» успехов на переговорах с «Газпромом». У меня есть подозрение, что переговоры могут пройти вполне успешно, с учетом того, что Алексей Миллер, глава «Газпрома», во время государственного визита Владимира Путина в Баку в составе делегации был. Договариваться Алексей Миллер умеет, так что это вот такой запасной вариант, если действительно будет совсем сложно в Европе, если в Европе хоть какие-то из немецких компаний очнутся от летаргического сна и вспомнят, что они не являются участниками событий на границе России и Украины, что их дело обеспечивать немецких потребителей хоть каким-то природным газом по более-менее вменяемой цене. В том случае, если использовать Ямал-Европу, то и цена становится адекватной не потому, что мы снижаем цены, потому что транспортировка в любом случае обходится дешевле, чем доставка СПГ откуда бы то ни было с последующей регазификацией. Так что заявление Кадри Симпсон в 9 месяце 2024 года, то есть практически за 3 месяца до окончания транзитного договора «Газпрома» с оператором газотранспортной системы Украины, в общем-то, достаточно своевременно, и можно считать это неким намеком на то, что, может быть, какой-то здравый смысл где-то в Евросоюзе еще и сохранился. Но это одна сторона медали, вторая вполне очевидная. Спрос на природный газ в Европейском Союзе падает уже 3-й год, падает значительно. В этом году ожидается снижение на очередные 10%.
10% от того, что импортируют страны Евросоюза, это, простите, 30 миллиардов кубометров. То есть если вот такой режим экономии удастся за счет сворачивания промышленного производства, то, собственно говоря, российский газ вообще не требуется. И поскольку я об этом говорю, по-моему, в каждой нашей передаче, касающейся европейского газового рынка, могу только повторить. Европейский рынок газа, хотя мы часто любим о нем повторять, рассуждать, кто-то под лозунгом «Европа обязательно замерзнет», кто-то под лозунгом «Да зачем нам российский газ, нам и так хорошо». Европейский рынок газа падающий. Все перипетии, многочисленные рассуждения экспертов, аналитиков о том, как будет складываться на нем ситуация, становятся все более академическими. Что там будет, как там будет. Если мы посмотрим на ту же Германию, она вполне успешно добивается того, чтобы с ее территории уходил BASF, Bayer, заводы, производящие автомобильные шины, сворачивают свое металлургическое производство. Сейчас очередь дошла до Volkswagen, но в запасе еще есть множество промышленных компаний, которые можно закрыть, и в этом случае российский газ не требуется, впрочем, и любой другой не требуется. Я напомню, что в этом отношении Евросоюз действует вполне последовательно. Впервые вот такой вариант снижения зависимости от тоталитарного, авторитарного и прочего российского газа провели на себе бывшие республики Советской Прибалтики. Независимые от здравого смысла республики Прибалтики сумели в 2 раза снизить зависимость от этого ужаса, текущего по газовым трубопроводам. Для этого потребовалось убить крупную промышленность, убить транзитную отрасль, кратно сократить объемы сельскохозяйственного производства, разогнать куда подальше более трети населения. По некоторым подсчетам, до половины населения Прибалтики находится в неведомых далях. И вот результат. Зависимость упала в 2 раза. Эксперимент, насколько я понимаю, в Европейском Союзе признан успешным. Все получилось. Все вполне успешно. И если принято решение масштабировать этот проект на оставшиеся 24 страны Евросоюза, то успех, конечно, гарантирован. Правда, есть подозрение, что Будапешт не согласен в этом эксперименте участвовать. Напомню, что поставки российского газа в Венгрию – это порядка 8 миллиардов кубометров газа в год, из них половина шла через газотранспортную систему Украины, половина шла по турецкому маршруту. Турецкий маршрут за пределами территории Турции, на территории Болгарии почему-то называют Балканским потоком, ну, на мой взгляд, кто-кто, а Болгария вот так обижать своего главного соседа не должна бы, с учетом всех симпатий, которые между Болгарией и Турцией во все века были. В прошлом году Петр Сиерто, министр иностранных дел Венгрии, отрапортовал о том, что МОЛ, государственная компания Венгрия, добилась соглашения с «Газпромом» о том, что в том случае, если будет прекращен украинский транзит, дополнительные 4 миллиарда кубометров Венгрия будет получать по турецкому потоку. То есть Венгрия себя застраховала от любых политических событий, и я уверен, что она совершенно правильно сделала. Это не значит, что я сейчас заявил о том, что в Венгрии есть некая пророссийская позиция. Венгрия единственная страна в Евросоюзе, ну, правда, уже подтягивается и Словакия, чье правительство думает о собственной стране. Нонсенс, конечно. Сейчас все должны думать о том, как помочь Киеву и так далее, а Будапешт считает, что он должен помогать сам себе. Ну, а все остальные могут участвовать в расширении прибалтийского варианта, чувствовать успешный успех и радоваться тому, что, наконец, борьба за сохранение окружающей среды от ужасающих тепловых выбросов приводит к победе. Тем более, что, напомню, Роберт Хабек, министр экономики ФРГ, Федеративной Республики Германии, совсем недавно сделал замечательное предложение. Я думаю, что все бизнес-сообщество Германии в восторге. Проблема не в том, что ветроэлектростанции, солнечные электростанции климатической зависимости. Проблема промышленных предприятий в том, что они до сих пор еще не выстроили свой режим работы
в зависимости от того, когда работают солнечные ветряные электростанции. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube блокируют, замедляют, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии, пока нас не заблокировали на YouTube. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях этого перехода. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.